Привет, девчонки, меня зовут Инна. Давайте распакуем вместе несколько посылок для маникюра с Алиэкспресс. Это набор щеток. Щетки-сметки для смахивания пыли. Вот эти вот щетки для меня самые удобные. Я одеваю щетку на мизинец, и она у меня крепко держится на мизинце. Я покупала несколько разных щеток, но пришла к выводу, что вот эти вот самые удобные для меня. Покажу, какие покупала. Как уже сказала, покупала несколько видов щеток. Вот эти щетки я одеваю на безымянный. Но она в процессе у меня работы все равно съезжает, спадает. Это вот удобнее намного. И вот такую еще покупала. Это вообще большая. Мне ее ни на мизинец, ни на безымянный неудобно. В общем, по щеткам вроде все рассказала. Так, и здесь лот бафиков. Бафиков покупала уже тоже несколько видов, перепробовала. И пришла к выводу, что вот эти самые удобные. А бафики я очищаю только фрезы в процессе работы, если они пылью забиваются. Вот такие бафики мне не понравились. У меня от них забивается фреза почему-то. Здесь мягкая, что ли. Хотя здесь тоже вроде такая же мягкость. Ну, посмотрим, будут забиваться фрезы или не будут. А вот такой формой бафиков удобно опиливать сверху, если нужно заматировать или выровнять поверхность. Ну, в общем, бафики я использую только для очистки фрез. Думаю, для этих целей эти бафики мне вот эти подойдут. Хотя до этого я покупала, они были, по-моему, чуть толще, чем эти. Эти такие узенькие. Вау! Кстати, пакеты такие стали другие. По ощущениям. Может, какие-нибудь биоразлагаемые сделаем. Так, здесь такой же фильтр. Дальше.
И вот эти фильтры для него же. Да. Один. Угу. Все, круто. Целый. Килограмм, чтобы вы понимали. Наверное, настал самый важный момент. Блин, какая клевая. Все целое. Здесь он тоже 2 ампера. Угу. Так, ладно. Корпус весь целый. Здесь пленка. Интересно, 120. Круто. Тоже такая тяжеленькая, не покоцанная. И еще одна посылочка. Два набора гель-лаков из магазина Beauty Lux. И наклейки даже прикольные. Летом какие-то такие подобные цветочки были модные. Так, это тоже гель-лак. Подарок, вернее. Синий. Красные с 1 по 6. Так, и здесь сиренево-фиолетовый с 19 по 24. И выкрашивать буду в одной из новых ламп. Так, провод метр примерно. Кнопки 30, 60, 90 и 120 секунд. 120 секунд это пониженная мощность. Датчики движения. Время она не запоминает.
Датчики расположены рядом. 39 LED ламп с ручкой. Кстати, удобно переносить, я уже пробовала. Так, и в этой лампе, если дно не снимать, большой палец достает, но я не уверена, что будет на 100% просушивать. Ну, я всегда дно у лампы, у всех ламп дно снимаю, для меня это не проблема. Здесь есть еще ограничитель, чтобы рукой не вляпаться в стену, в заднюю стенку лампы, но для кого-то это не является ограничителем, они могут все равно в стенку вляпаться. Так, снимаю, буду сушить в ней. Немного вас потрясу. Сначала не разобралась, как дно снимается, пыталась просто вверх, оказывается, надо сдвинуть. Вот так вот. Сдвинуть. А дальше? А, ну и все, да, получается вот так вот. Первый раз у меня так странно снимается дно лампы. Обычно на магнитиках. Странное крепление. Я надеюсь, я его не сломала. Хотя мне дно не нужно, говорю. Я всегда дно убираю. Вроде все ярко работают. В общем, буду сушить, выкрашивать. Проверю заодно лампу, как она сушит. Красные просушу в этой лампе. И я купила на Алиэкспресс вот такие вот наклейки. Два набора. Один клею на типсы, а другой на флакон. На типсы сейчас наклею, а флаконы позже. Удобно, не надо подписывать, заморачиваться. Начну с первого. На один нанесу вместе с вами. А остальные под музычку. Первый слой ложится неплотно. Второй, думаю, все исправить. Сушить буду 30 секунд. Второй слой. Второй слой добавил насыщенности. Клевый, красивый. После лампы он как матовый. О, а у него липкого слоя нет. Просох везде. Все, остальные я без вас под музыку выкрашу. В 2 слоя нанесу топ.
Эту лампу убираю. Вот у нее здесь только вот этот циферблат здесь пачкается, отпечатки остаются. А так лампа мне понравилась. Буду пользоваться дальше. Следующая, вторая лампа. Здесь у нее тоже ручка для переноса. Здесь 10, 30, 60, 99 секунд. Здесь тоже защитная пленка. Провод здесь такой же, метр, чуть больше метра. Да, вот здесь дно уже съемное, и как у меня у всех предыдущих ламп. Такие эти прорезиненные. Дно снимается. Я уже их проверяла. И вот что хочу сказать. Вот сейчас я поставила на место. Большой палец не достает до датчика. Он здесь расположен далеко. Руку полностью, если... Ну, на руку реагирует, а вот большой палец, если сушить, я сушу большой отдельно, и если сушить с дном, то до датчика он не достает, поэтому дно я снимаю, буду сушить. Как я уже сказала про первую лампу, что я всегда дно снимаю. Видите, датчик здесь далеко расположен. Если у той лампы прямо у входа большой достает, а здесь нет. Кнопки, ножки такие прорезиненные. По столу скользить не должна. Так, функции запоминания времени здесь тоже нет. 10 включила, 10 и будет сушить. Закончится. И все, отчет пошел с первой секунды. То есть функции запоминания времени в этой лампе нет. Все, второй набор сиренево-фиолетовых гель-лаков буду сушить в этой лампе по 30 секунд.
В общем, лампа как лампа, просушила гель-лаки, 30 секунд каждый слой сушила. Ну, а что с ней будет дальше, покажет только время. Перекрою все гель-лаки топом Beauty Luxe каучуковым, он такой густой. Или он уже со временем у меня так загустел. Перекрою и расскажу вам. По набору сиренево-фиолетовому с 464 по 67 они на первом слое полупрозрачные. Второй перекрывает. Так, сейчас все снесу. А 462-63 они прям с первого слоя плотные, можно не наносить даже второй слой. Можно в один слой нанести. В один средний хорошо просохнут за минуту. Сушила я по 30 секунд, просохли. Не знаю, насколько моя камера передаст. Видите, этот даже... Можно было здесь третий слой нанести, но я уже не стала наносить, заморачиваться в третий слой. И где неровности, это у меня на типсах. Пылинки, ворсинки, либо от фона мохнатого. А эти прям плотненькие. На камеру кажется, они одинаковые, но они отличаются совсем немного, но отличаются. Вот эти красно-оранжевые, они по консистенции гуще и плотнее наносятся уже с первого слоя. Это, в общем, отличается консистенция. Нет, моя камера не хочет правильно передавать. Так, и этот, который в подарок мне, он даже в 2 слоя все равно полупрозрачный. Не перекрыл пластину. Не... Видите? Ну, наверное, потому он и в подарок. И пылесос. Провод, наверное, и тоже так же. Чуть больше метра, 1,20 м. Фильтры съемные в этом пылесосе. И, как вы видели, я купила еще и съемные фильтры. Фильтры съемные продаются отдельно. И они подходят сюда хорошо. Мне нравится, что после каждого клиента можно взять легко и в мусорное ведро вытряхнуть опил. А еще я стелю салфетку. На тот пылесос я стелила, он у меня серебристый, чтобы камера не бликовала. Ну и чтобы как можно меньше опила попадало туда, в фильтр. И опил собрала и выкинула. А после работы фильтр вытрясла. Но здесь я пока сейчас буду без салфетки. Меня больше интересовало, чтобы не бликовало. Я думаю, белый не будет бликовать. Так как серебристый бликовал так как у меня серебристый бликовал на камеру. Ну и пожертвую одним своим ногтем. Скоро я буду переделывать маникюр. Потихоньку разгоняется, и да, он шумный.
на акриловой пудре, поэтому снимается сложно. Но немного, как вы видели, все равно мимо пылесоса. Но это же я свою руку, если руку клиента, я ее держу над пылесосом, то тогда все в пылесос улетает. Ну, какая-то малая часть все равно разлетается по сторонам, но большая часть все равно в фильтр улетает. Вот она вся красотища. Все, можно вытряхнуть. И все, я вытряхну уже, когда сниму все. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите, задавайте.